Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. Просматривая Инстаграм, я нашла один очень интересный дизайн, для которого мне потребуется пищевая пленка. Обещаю, будет очень красиво и блестяще. Поехали! Посмотрим на ногти моей модели. Мы выполняли на ней контентную съемку, поэтому я сделала маникюр, зашлифовала поверхность, а также покрыла базой. Нам остается только подставить формы и выполнить самое интересное – моделирование с дизайном. Таким образом, не страшно, если, например, в один день вы выполните маникюр, покрыли базой, а в следующий будете выполнять наращивание. Сейчас я обезжириваю базу. Дополнительно базу наносить уже не буду. И приступаем к постановке форм. Обращаю ваше внимание, что свободный край я подпилила полностью. В некоторых местах оставила ноготок, например, как на безымянном, для того, чтобы свободный край был симметричный. Если бы я опилила так, как идет рост ногтя, то было бы неудобно подставлять шаблон, приходилось бы его много раз вырезать вглубь. Форму будем делать миндаль. Формочки у меня вот такие от Artex. Убираю серединку, разрезаю перфорацию, вырываю серединочку и затем делаю вырез вглубь на небольшое расстояние, для того, чтобы форма стала точно под ноготь, без зазоров. Могу отметить места, где необходимо сделать насечки, либо можете просто запомнить небольшие насечки глубиной приблизительно в 5 мм. Теперь мы можем снимать шаблон, склеивать четко ушко к ушку. Кладу таким образом шаблон и сжимаю в острую иголочку к центральной черной линии, чтобы сделать форму миндаль. Устанавливаю на пальчик снизу, приклеиваю верхние ушки, смотрю на центральную ось пальца, чтобы она совпала с центральной осью на шаблоне. И после этого могу склеивать нижние ушки и хорошо обжимать форму под пальцем, чтобы получился треугольничек, чтобы был красивый зауженный миндаль. Форма при этом у меня стоит ровно. Формочки очень клейкие, поэтому буду устанавливать сразу на несколько ногтей. На среднем не хватает совсем небольшого углубления для того, чтобы форма совпала по точкам вроста. Вырезала 0,5 мм, запомнила, где необходимо сделать насечки. Делаем контрольную проверку и снимаем форму, устанавливаем на палец. Особенность ногтей моей модели в том, что ложа длинная и большая вероятность завести форму под гипонихией. Этого делать не стоит. Если все-таки получилось, отклейте задние ушки и подставьте под ноготок. Не нужно сильно запихивать форму под ноготь для того, чтобы она не ушла под гипонихией. Вытягиваем на себя, устанавливаем под ноготок без щели и уже полностью обжимаем форму. Для формирования подложки буду использовать молочный гель моделирующий. Подложка должна быть тонкая. Набираю небольшое количество геля, ставлю вместо стыка натурального ногтя и формы. Вытягиваю сначала нужную мне длину и затем формирую миндаль. Работайте аккуратно, чисто, для того, чтобы впоследствии меньше опиливать. Стыкую материал в точке вроста. Обязательно положите палец на бок и заведите материал вот сюда. Часто мастера оставляют это место без материала, из-за чего впоследствии образуются сколы. Не бойтесь вертеть палец клиента так, как вам удобно. Если держать пальчик в статичном положении, то велика вероятность не увидеть ровности в боковых сторонах. У нас сначала должна идти с вами прямая линия и затем плавный подъем вверх. Если сделать сразу резкий подъем от точки вроста до свободного края, у нас получится чересчур острые ноготки, непрочные по боковым стенкам, которые могут сломаться. Убираем все излишки к центру и приступаем к нанесению подложки на второй ноготь.
сравниваю длину ногтей. Также это можно сделать при помощи циркуля, измерителя или вот такой формы, на которую мы наращиваем. Сразу 2 ноготка отправляем в лампу на просушку на 30 секунд. Просушила и устанавливаю форму на остальные ногти. Вообще в последнее время особой популярностью пользуются дизайны аквариумные, с пигментами, с блестками. Действительно считаю, что смотрятся они очень красиво, одновременно ярко, привлекательно, но не вычурно. Например, я и сама ходила с такими дизайнами, недавно я вам показывала видео с ними, и сегодня у нас дизайн как раз что-то из этой темы. На самом деле, как говорится, мода циклична, и очень здорово, что эти забытые аквариумные дизайны вновь возвращаются, потому что я вижу в них особую прелесть, магию, волшебство, и всегда, когда ты покрываешь топом такой дизайн, ты радуешься тому своему творению, которое ты создал. Пока моя модель просушивает большой палец, я подготовлю пищевую пленку. Мне нужны небольшие фрагменты для каждого ноготка. Можно ножницами отрезать, можно так оторвать небольшие кусочки. Кстати, в школе, когда я провожу курсы по моделированию, у меня нет такой с собой пленки. Я отрываю похожую пищевую пленку от бутылок с водой, которые нам привозят. Единственное, там пленка более прочная, такая плотная. Лучше вот все-таки использовать такую, как у меня сейчас, пищевая, потому что она более тонкая. Я подготовила уже кусочки пленки. Сейчас будем наносить моделирующий слой белого геля молочного. Немного промазываю ногтевую пластину, чтобы по ней растекался гель. Тщательно прокрашиваю зону кутикулы по боковым сторонам. Затем набираю большую моделирующую каплю, ставлю ее на середину и распределяю. Все по правилам моделирования. Наклонила пальчик немного вниз, чтобы материал не затекал на кутикулы. Близко к боковым сторонам также не подношу, потому что после приложения пищевой пленки там могут быть затеки. Стягиваю материал на свободный край, то есть такой объемный слой получается. Прошу модель перевернуть руку, чтобы пока материал собрался к центру, а я в это время расправляю кусочек пищевой пленки. Переворачиваем и прикладываю на ноготок. Вот так. И теперь самый интересный этап. Я должна взять апельсиновую палочку и вот таким образом как бы пожмякать эту пленку, образуя высокие неровности на поверхности. Такой эффект называется жатка. Он и раньше применялся в аквариумных дизайнах, то есть мы делаем таким образом френч, например, в аквариумном дизайне, а здесь жатка просто на весь ноготь. И отправляем в лампу на просушку прямо вместе с этой пленкой. Теперь очень аккуратно снимаем пленку, чтобы она не порвалась. Получается такой как острый ежик, и приступаем к такому же этапу на следующих ногтях. Тонко промазываем для увлажнения. Пальчик направлен вниз. Ставим объемную моделирующую каплю в центральную часть ногтя. Распределяем кутикуле. Немного на боковые стороны. Распределяю на свободном крае, пузырик лопаем. Прошу модель перевернуть ручку. Я натягиваю пленку, переворачиваем и кладу на ноготок. Вот эти неровности, чем они будут выше, тем лучше. Мы будем с вами стремиться к тому, чтобы при опиле эти прожилки остались белыми. Кстати, я подумала, что можно было бы использовать не молочный гель, а ярко-белый. Тоже бы получилось очень красиво. Теперь мы приступаем к дизайну. Для этого мне понадобятся втирки различных цветов.
золотая, бронзовая, другие оттенки коричневого. Но коричневого, к сожалению, у меня не было, поэтому мне пришла идея в голову взять мои тени, которыми я пользуюсь для век. К сожалению, моя палетка немного пострадала при последнем перелете из Сочи, когда я каталась на лыжах, но от этого они свои свойства не потеряли. Их также можно использовать, поскольку они пигментированные и будут хорошо ложиться на ногти. Главное при работе с втирками положить обязательно листочек, чтобы ваше рабочее место не было полностью ими усыпано. Ну и всегда я прикалываюсь, говорю, самое главное не чихнуть, потому что тогда все втирки будут не только на столе, но и на вашем лице. И теперь я набираю пигмент и втираю куда-нибудь хаотично такими мазками, чередую оттенки. Это очень красивый золотой бронзовый оттенок. Вот, с ним вообще очень круто все горит. Теперь возьмем золотые хлопья юки. Они дают больший блеск. Чуть-чуть даже серебра добавим. Вот, серебром вообще прям круто заблестело. И возьму мои тени более темного оттенка, такого коричневого, чтобы не было совсем уж блекло. И кисточкой пушистой очень хорошо вбиваю пигмент, убираю излишки. Кутикуле много не наношу, чтобы там не было отслоек. И вот таким образом все втираю. Очень красиво. Такой эффект парчи, ткани, даже атласный. Очень круто. И продолжаем со следующими. Подписывайтесь на мой инстаграм. Там вас ждет еще больше полезной информации. Аккуратно снимаю формы. Знаю, о чем вы сейчас думаете. Ногти дорого-богато. Но нет, они такими не останутся. Здесь вся фишка дизайна в том, что мы впоследствии выполним опил и будут видны прожилки молочного геля. Сейчас я беру прозрачный гель средней вязкости. У меня такой прозрачно-розовый, он в банке кажется розовым, но на самом деле прозрачный. Объемную каплю. Именно беру жидкую консистенцию для того, чтобы она проникала между всех складочек нашего предыдущего геля. Заполняю и смотрю сбоку на архитектуру. То есть не накладывайте чересчур много материала, иначе вам придется много пилить. Здесь, честно говоря, и так много придется пилить, но лучше лишнего не выкладывать. У кутикулы удобнее пройтись тонкой кистью. Могу перевернуть руку клиента для распределения материала, помочь тонкой кисточкой. Отправляю в лампу на досушку на 1 минуту. Самое главное во время выкладки геля сильно не касаться кистью пигментов, чтобы блестки не попали в баночку с чистым гелем. Поэтому я оттяну гель только за верхушку, аккуратно его раскладывая. Либо используйте такой гель, который у вас специально предназначен для блесточных работ, который не жалко. А то мы рискуем всем клиентам незапланированно сделать блестящие ногти. Все выложили, хорошо просушили окончательно 2 минуты, снимаю липкий слой и приступаю к опилу. Конечно, такой объемный слой сразу пилкой пилить будет очень долго, поэтому поверхностный опил сделаем аппаратом, а доработаем уже пилкой. Использую твердосплавную насадку с зеленой насечкой. Кладу насадку таким образом и совершаю движение справа налево, выглаживая поверхность. Уже видно, как начинают появляться белые прожилки, которых мы добивались. Стараюсь сразу аппаратом оформить архитектуру верно, для того, чтобы меньше работать с пилкой. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Переходите по ссылке в описании, чтобы узнать подробнее. Для опила буду использовать абразив 100 на 180 грит. Сначала опиливаем свободный край, заводя пилку под ногтевую пластину, боковые стороны.
Кладем палец на бок, опиливаем нижние параллели. Зону кутикулы мягкой стороной. И сглаживаю поверхность. Считаю, такой дизайн будет смотреться красиво не только золотыми и бронзовыми втирками, а также с голубыми, фиолетовыми. Каждый раз будет получаться свой уникальный дизайн. С голубым будет наподобие моря, с розовым наподобие другого какого-нибудь камня. Экспериментируйте и пробуйте, ведь каждый раз получатся разные эффекты. Такой дизайн можно выполнять не только в моделировании, но и в гель-лак системе. Там нам придется сверху попилить базу, для того, чтобы прожилки вышли наружу. После опила на некоторых ногтях появились пузырьки. Это из-за того, что гель не проник во все дырочки и ямки. Сейчас обезжириваю и наношу гель в эти места. После просушки снимаю липкий слой и забавлю поверхность. Обезжириваю, тщательно убираю всю пыль. И то, что нам остается сделать, это покрыть топом и любоваться блестящим результатом. Покрываю глянцевым топом без липкого слоя. И обожаю вот эту самую магию, когда аквариумный дизайн начинает весь переливаться, блестеть, читаться. Это самое крутое чувство, когда ты видишь, для чего ты старался, для чего ты делал всю эту работу, смотрится просто невероятно. Посмотрим на ногти. При всем объемном дизайне они не выглядят какими-то громоздкими, в торцах они тонкие, то есть соблюдены все правила моделирования. При этом они смотрятся очень многослойно, сложно и красиво. Наш результат. Такой дизайн напоминает мне янтарь или другой камень. Пишите свои ассоциации в комментариях. Понравился? Ставьте пальчик вверх. Ну а я желаю всем успехов в работе. Счастливо! Пока-пока!